Счастье, счастье, счастье летит. В 23-й год вместе с вами, мои любимые девы, королевы и короли, запускаем счастье в 23-й год. И это счастье мы с вами не просто так, знаете, иллюзорно схватим за хвостик или там за перышко. Нет, это счастье мы возьмем прям вот так крепко-крепко. Ну, в вашем случае в голову, мысли, в Меркурий, так как это управитель ваш, и прям с хорошей короной это счастье, мысли, жизни, а куда мысль, туда жизнь. Вот это счастье и с вами пронесем весь 23-й год. Запускаем это счастье. Итак, мои хорошие, 23-й год для знака зодиака Девы. Конечно же, начнем с того, что ваш управитель каким образом будет себя на протяжении всего года себя проявлять, себя показывать. А начинается год с ретроградности вашего управителя Меркурия в знаке зодиака Козерог. Начинается год. Заканчивается год ретроградностью вашего управителя в знаке зодиака Козерог. Посмотрите. Начинается и заканчивается с одной и той же позицией. Ретроградность и в очень устойчивом знаке зодиака Козерог, приземленном. Этот Меркурий вам хорошо знаком. Это ваш Меркурий, где слово не расходится с делом, где устойчива мысль, где мысль очень трудно сбить с ее направленности. Немножко она закостенелая, немножко она такая устойчивая. И если что-то забралось, а если это еще и в ретроградном положении, то как-то нет этой гибкости куда-то как-то вывести это направление. Поэтому всегда хочется сказать девам: берите свои мысли легче. Мысль – это энергия жизни. И если ты на определенном этапе берешь такое жесткое, четкое, ясное, твердое направление, то ты можешь спотыкаться. Или ты можешь на одном и том же месте буксовать. То есть абсолютно мысли свои берите легче. Мысль подвижна. Она не может быть очень прямолинейной. Мысль подвижна. И когда есть вот это движение мысли, тогда есть движение пластики твоей жизни. И это чисто на физическом уровне. Пластику ты имеешь, когда твоя мысль подвижна. Да, конечно, Меркурий сделает в этом году, Меркурий быстрая планета, и в этом году она сделает 4 ретроградности. Довольно-таки много для Меркурия, но в то же время Меркурий быстрая планета и, как правило, 3 раза, а то и 4 раза в год имеет ретроградное движение. Наивысшее прохождение Меркурия, наивысшая активность Меркурия, качество Меркурия, наивысшее такое для вас, это будет июль месяц. Будет на прямом движении ваш Меркурий весь июль месяц на прямом движении, и он будет находиться в вашем знаке. Начнет со Льва и пойдет, сделает транзит к вам. И вот это будет просто наивысшее положение Меркурия. Настолько будет активно информативная такая активность, где ты себя представляешь, где ты себя показываешь, где ты себя презентуешь, возможно, о вас узнают, вы сами о себе заговорите, свою какую-то продукцию будете представлять, рекламировать, что Меркурий – это бог торговли, это бог рекламы, это бог слова. И когда Меркурий появляется в вашем знаке, а он будет находиться, почему очень на пике, потому что будет каждый день делать какой-то аспект. Июль месяц просто расписан у Меркурия. Каждый день он делает какой-то аспект, куда-то какие-то делает он. Поэтому он будет очень сильно активный. Да, и это есть и на прямом движении. Это показатель того, что, конечно, идет самопрезентация. Ты себя презентуешь. Многие в этот период захотят
гигиены, как это всегда бывает в Деве, и гигиены ментальной. Вот здесь ты полностью расчищаешь свою площадку. Ты отсеиваешь какие-то контакты, каких-то друзей. Это даже может произойти и среди родственников. Вот ты отсеиваешь кого-то. Вот кто-то каким-то образом так на тебя влияет в твоем окружении, что тебе иногда становится от общения грустно, тебе иногда становится от общения ты немножечко как-то свою линию теряешь. То есть тебе отношения эти деградируют или немножко заставляют впадать в грусть или в неверие того, чем ты занимаешься, что ты делаешь. Тебе захочется очистить абсолютно свою площадку ментально. Избавиться от каких-то ненужных мыслей, избавиться от каких-то страхов, от каких-то переживаний, от зависимостей ментальных. Вот ты зависишь от какой-то вот ситуации сложилась, ты ее, а это она может быть сложилась ситуация 10 лет назад, а ты ее как-то вот оттуда пестуешь, что-то ты ее там, это бывает у девы, бывает, ну Меркурий, конечно. Управитель Меркурий, оно как застрянет на каком-то определенном этапе жизни. И вот ты это тянешь на протяжении всей жизни, вот что-то ты ее этому солишь, обслуживаешь эту мысль, или какой-то этот страх, или это какое-то свое состояние. Захочется при таком Меркурии, захочется в июле месяце. Это очень большой шанс для того, чтобы вот такую вот сделать ментальную чистку. Следующее событие, которое для вас очень значимое, это затмение. Их будет 4 в этом году. Это абсолютно нормально. Это говорит о том, что больших таких потрясений мы с вами не будем наблюдать. И первое солнечное затмение будет 20 апреля. Чем для вас эти затмения будут важны? Чем они будут для вас более значимы, в какой области? Да. И солнечное затмение 20 апреля и закончится в ноябре затмением, в октябре закончится этим затмением, будет проходить у вас в 2 аспектах. Это по сектору, абсолютно финансовому сектору. И вообще этот год финансово для вас будет переломным. Многие финансовые вопросы, которые у вас были в нерешенном состоянии, вы не знали, как решить этот вопрос, очень у многих именно финансовый вопрос решится. Потому что по финансовому сектору у вас пойдет Юпитер, и у вас эти лунное и солнечные затмения проходит. Все, что связано с финансами, все, что связано с бюджетом, налоги, страховки, ипотеки, инвестиции, приобретение недвижимости, продажа недвижимости, раздел имущества, вступление в наследство или в какое-то распоряжение чьими-то финансами. Это финансы могут быть крупные, государственные, взаимодействие с крупными государственными органами, где ты просил ипотеку, тебе дают, где ты получаешь какие-то компенсации, где ты получаешь какие-то отступные. Или если у тебя какая-то была на тебе большая ипотека, тебе могут это списать, государство по какой-то своей программе определенной дает льготные проценты и так далее. То есть очень остро стоит вопрос, но остро в положительном русле. Если у тебя были разбирательства, никак ты не мог решить вопрос с наследством, ты в положительном русле, так как это и Юпитер здесь будет участвовать, ты получаешь очень положительные результаты. Если есть какая-то недвижимость, которая никак не продавалась, ты можешь ее продать, причем продастся очень быстро, очень легко и очень неожиданно. Да, на этот период 23 года многие девы захотят избавиться, не приобрести, а наоборот освободиться, избавиться. И это избавиться от какого-то объекта, который требовал твоего внимания, твоего времени. Это вот где-то есть, может быть, домик остался или квартира где-то,
или участок дачный, и вот ты должен занимать там время твое. Тебе нужно туда уделять время, приезжать, смотреть, следить, контролировать, какие-то производить операции там. То есть тебе настолько это не хочется, вот ты захочешь от этого избавиться. Причем это сделаешь очень удачно, и этот момент очень удачный. Больше в этом году для дев будет вот избавиться, освободиться от чего-то, нежели приобретать. И даже само это освобождение от обязанностей каких-то будет вам помощь оказывать в этом. Сам Юпитер помогать для того, чтобы вы какую-то вот ношу, которая давит на вас, вы чтобы от нее освободились. Это может быть и окружение твоих близких. Да, возможно, за кем-то уход необходим. У вас найдутся средства, где вы сможете заплатить, чтобы этот уход осуществляли, не отрывая вас от своей собственной жизни, потому что и кто-то по возрасту не может за кем-то ухаживать, кто-то по своему физическому состоянию не может ухаживать, если кто-то в доме больной, его надо переворачивать, с ним надо ходить, с ним надо гулять, то есть иметь физическую силу и достаточно времени, поэтому вот своего рода освобождение придет в том смысле, что достаточно будет финансов для того, чтобы нанять, организовать по-другому абсолютно уход за тем, зачем вы должны ухаживать. А также все, что касается своего дома, не можешь ты обрабатывать этот дом или квартиру, тебе тяжело, ты устал или у тебя не хватает времени. То есть достаточно будет финансов для того, чтобы организовать по-другому абсолютно свой быт. Вот таким образом такая идет разгрузка, но она будет поддержана материально, очень стабильно материально. Ну и конечно же, этот 23-й год несет за собой очень личного характера перемены, изменения, трансформации личного характера. То, что уже где-то когда-то, вот такие, знаете, звоночки прозвенели, и такими уже не просто звоночками, а таким колоколом прозвучали, что эти отношения не работают больше, а эти отношения разрушительные. Эти колокольчики, те уже, кто слышал этот звон, то, конечно, 23-й год расставит все на свои места, и определенного вида отношения, они сами с собой заканчиваются, они трансформируются. Большие трансформации у вас пройдут по личной жизни, по личным отношениям. И точно так же возрождаются новые отношения, зарождаются новые отношения. И эти отношения будут на чувствах, не на выгоде, не на каких-то условиях. Вот я с этим человеком, я или с этой мужчиной, с этим мужчиной, или с этой женщиной, или с партнером со своим, я потому что мне то-то, что-то надо. И я пока вот временно, я в этих условиях, это все остается в прошлом. Возрождаются, зарождаются новые отношения на чувствах. Здесь просто такая магия, такой огонь, такие искры. Большая может быть не любовь, а влюбленность тебя настолько будет тянуть человеку. Кого-то будет тянуть, это связано с гормональными вещами, тебя вот просто физически к человеку очень сильно будет тянуть. А кого-то будет тянуть все, что связано с интеллектом, все, что связано с ментальностью, тебя настолько будет тянуть к этому человеку, потому что тебе хорошо, этот человек расслабляет твою голову. То есть настолько тебе будет с ним комфортно. И это именно проявление вот такой любви, вот в таком понимании любви вы можете испытать в 2023 году. Следующие события. Марс с 11 июля по 28 августа будет транзитом проходить у вас по первому сектору. Энергии будет достаточно, влюбленности, романтики, хорошая такая здоровая энергия на такое преобразование. Знаете, прям спинка выпрямится, наряжаться хочется, убрать вот эту классику. Или даже часто девы сталкиваются, либо это классический такой стиль одежды, либо такой вот больше к
агрессивно-комфортному типу одежды. Вот здесь, когда заходит Марс в первый сектор, ну, здесь появляются такие цветовые гаммы, такие фасоны, наряды и стиль, который, ну, не всегда Дева принимала раньше. Здесь захочется огня. Здесь захочется немножко выделиться, быть заметным, ну просто просигналить о том, что вот я есть, и я сама на себя, или я сам себя вижу, я сам себя замечаю, я себе заметный. А естественно, когда ты заметен для самого себя, ты становишься заметным для другого. Ну, энергия Марса в Деве, она королевская энергия. Ну, вот такая, знаете, заявить качественно о себе, представлять себя качественно, показать себя, вот показать. Вот таким образом Марс для вас, ну, конечно, Марс это и не только такая чисто внешняя, хотя он пойдет у вас по первому сектору, да, прям захочется, знаете, как-то больше придать выразительности своему образу. Вот обратили, чтобы на меня внимание. Это период будет такой яркий и запоминающийся период у вас будет. Ну а с 3 октября следующее событие, которое тоже будет в 2023 году, это в октябре зайдет к вам на 9 месяцев Лилит. Заходит к вам Лилит на 9 месяцев. И сразу сделает секстиль с Марсом. Марс уже в этот период будет находиться в Скорпионе. Сразу сделает секстиль с Марсом, квадратуру с Солнцем, которая попозже в ноябре, в конце ноября будет находиться в Стрельце, квадратуру с вашим Меркурием, который тоже уже к тому времени будет находиться в Стрельце. То есть заходит к вам Лилит очень активная. Да, очень любит быть она у Девы. Как правило, Дева второго уровня очень игнорирует, что игнорирует? Игнорирует провокации. Вот посплетничать, о ком-то поговорить, какие-то неприятности с кем-то стравливать. Дева вот второго уровня очень редко поддается, то есть игнорирует провокации Лилит. Но настолько Лилит здесь любит, потому что Меркурий это ее стихия. Это стихия вот этой вот черной луны, которая приносит с собой всегда конфликты, скандалы, озлобленность, агрессивность, с кем-то на кого-то наговорить, посплетничать. То есть проявляет, дает такой вот низкий такой уровень любого знака. И, конечно же, в этот период, когда только она зайдет, это самые сильные градусы. Для Лилит первые градусы самые сильные. И когда выходят самые сильные. Для других планет по-другому работают градусы. А вот Лилит, когда заходит, она такая сразу с такими сильными наскоками сразу делает. Поэтому, конечно, лучше всего, что сделать в этот период, это, конечно же, не поддаваться ни на какие провокации. Провокации могут быть какого вида? Ты перед ситуацией какой-то, тебе надо быстро принять решение. Это провокация. Дева быстро принимать решение не может. Деве всегда надо подумать. Вы хорошо дружите с головой. Деве посчитать надо. Потому что это вот так. Это Лилит подталкивает. Не думай, не считай, потом разберешься. Давай принимай решение. Давай ответь ему, давай скажи ей. Да брось ее. И вот так, понимаете? Это абсолютно не свойственно. И если Дева вот подсадится на это, подскочит на это, то она, конечно, вот на эту провокацию именно попадется. Поэтому любое принятие решения, любое ваше слово, которое в этот период вы говорите, 9 месяцев, с 3 октября 9 месяцев будет находиться у вас Лилит, что нужно? Для любой ситуации дать время. Для Девы время. Нужно дать время. Для того, чтобы мне как-то ответить, я подумаю. Для того, чтобы мне принять решение, я подумаю. Кому-то нужно время ночь переспать, и на утро придет решение. Кому-то нужно 3 дня, кому-то неделю. Вот кому сколько нужно, столько я подумаю. Не поддаваться провокации на быстрое решение. Следующее. Успокоиться.
Не принимать никакого решения, когда ты в волнении, когда ты в страхе, когда ты в эмоции, когда у тебя прям зашкаливает, вот я сейчас, успокоиться. Следующее. Вот этот весь убрать эмоциональный фон, продумать и не абсолютно ни с кем не советоваться в этот период. Я сам или я сама приму какое-то решение. Я сама найду выход из этой ситуации. Извне, чтобы никто не подключился. Потому что это тоже не специально, но может быть провокационно. Поэтому, конечно, туда подальше, это будет с октября месяца. Конечно, мы с вами будем о транзите Лилит говорить. И как она будет работать, конечно, все эти тонкости будем с вами оговаривать. Следующие еще, конечно же, события, которые будут в 2023 году, это Сатурн будет менять знак, делать транзит в знак зодиака Рыбы, о котором тоже сделаю подробное видео, но в 2 словах могу сказать, что это у вас пойдет по сектору семьи и сектору личной жизни. Посмотрите, насколько у вас охват в этом году, в 23-м, финансовый и личный. Это финансовый и личный. Вы будете это очень сильно ощущать. Да, когда Сатурн, он зажимает, он заставляет тебя в каких-то рамках быть. И это, с одной стороны, прохождение Сатурна вот по твоему такому личному очень сектору все расставляет на свои места. Ты сам немножко как-то становишься более таким зрелым. И твоя личная жизнь, она как будто бы созрела, вот она перешла на другой этап, она становится как-то старше, она становится после определенного опыта, ты сделал выводы. Вот таким образом будет проходить по вам долгое стояние Сатурна по сектору очень личному. И Плутон делает тоже у нас транзит, и этот транзит Плутона для вас будет очень значимым. Будет находиться в секторе здоровья и в секторе работы, карьеры. Здесь будет большая трансформация на первых градусах до 11 градуса Плутон. А Плутон медленный, он будет долго идти до 11 градуса. Здесь будет очень положительные трансформации в сфере здоровья, у кого если какие-то отклонения, если что-то, какое-то лечение, победа большая будет над своим собственным здоровьем. Здесь очень прекрасно, мы с вами подробно будем говорить про этот транзит, очень прекрасно можно сдвинуть вес, если у тебя какой-то вес лишний, девы тяжело набирают, долго остаются в хорошей паре. Но если дева набрала какой-то вес, она очень тяжело потом расстается с этим весом. Тяжело, очень разные перепробуют методы. И никак не может, чуть-чуть и опять набирает, чуть-чуть и опять набирает. Поэтому вот здесь будет очень хорошая такая, в хорошем смысле, победа над своими какими-то привычками по состоянию здоровья. Большие будут хорошие сдвиги и перемены, а, конечно же, и также финансовые. Следующее, что еще? Сама система ценностей вот в 23 году, все, что для девы вот ценным было, материальное какое-то благо, какие-то другие, все, что составляет материальную сторону, это у вас уходит на второй план. Вот оно не становится таким больше важным, не становится таким больше значимым. Это не становится такой вот целью, которая у вас была. Вот чтобы у меня был обязательно дом, чтобы у меня еще было какой-то дом, чтобы у меня еще такого статуса была машина, или вот я еще одну квартиру хочу. Вот эта гонка, вот эта ценность материальная, она теряет значимость. А почему? Потому что финансово очень хороший год. И вы понимаете, что для того, чтобы иметь свое хорошее, ровное, психологическое состояние, оно не зависит от этого моего блага. Оно зависит только от моих мыслей. Меркурий от своих мыслей. Дальше что еще? Кармические узлы тоже меняют ось, и также появляется у вас в секторе трансформации, брака, наследства, чистки пространства. Что могу вам сказать? Год для вас, год трансформации. Вот таким образом вы попадаете в этот год, где произойдет трансформация, которая на самых
лучших градусах, которая на созидание. Она тебя не распластала, она тебя не уничтожила для того, чтобы потом возрождать. Нет, она самый первый до 11 градуса, а это будет идти очень много времени возьмет по каждому градусу, ну, прилично возьмет времени это по Плутону. Конечно, вы будете чувствовать, что абсолютно новый человек делаюсь. Причем это не разрушительные градусы, а именно созидательные. Много творчества проснется, как-то разворот в голове, в мыслях, ментально разворот на совершенно на другую, комфорт в другом смысле этого слова. Вы это будете чувствовать. Ну а по ходу, конечно, года мы с вами будем разбирать все эти транзиты и аспекты. Ну что, мои хорошие, легче. Берите мысль легче. Легче. Жизнь легкая. Жизнь идет по кругу. И брать жизнь, а то есть мысли, потому что мысль – это энергия жизни. Если ты думаешь, у меня не получится, если ты думаешь, что ты разочарован, что это на меня не работает, оно не получится и не работает. Если ты думаешь по-другому, оно получается по-другому. Вы – это мысль. Четко это знаете, поэтому само по себе мысль берите легче. Ну что, мои хорошие девы, запускаем в 23-й год такое уверенное, хорошее, сильное счастье. И все, кто со мной, все равно, несмотря ни на что, будет уверенный, спокойный, счастливый и в любви. Ну а вижу Розанну, слышу такие слова, конечно же, королевский, только королевский лайк 23-го года. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки, за просмотры. Запускаем счастье вдвоем, вместе. Запускаем это счастье. Обнимаю вас.